Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень вкусный, эффектный в разрезе торт «Дунайские волны». Торт я делаю не по классическому рецепту. Сегодня классический вариант этого десерта есть на моем канале, ссылку я оставлю в описании. Делается вариант этого торта очень быстро и очень просто. Итак, приготовим коржи. Здесь 250 грамм размягченного сливочного масла. Я сейчас их взбиваю где-то минуты 3, чтобы масло увеличилось в объеме и побелело. И отставляю его пока в сторону. Масло не должно быть, конечно же, холодным. 6 яиц среднего размера, весом примерно по 50 грамм, без скорлупы, комнатной температуры. Щепотка соли. 16 грамм 2 пакетика ванильного сахара и 180 грамм сахара я добавляю сейчас в яйца порциями и взбиваю яйца примерно 4-5 минут. Больше взбивать не имеет смысла. Вот до такой консистенции взбились яйца. И сейчас я туда добавлю все сливочное масло. Можно, конечно же, классическим методом взбивать сначала масло с сахаром, добавляю туда по одному яйцу, но знаю уже из опыта, что таким образом тесто получается нежнее и масло так не отсекается от яичной массы. Потому что многих именно вот это вот расслаивание масла и яиц очень пугает в тесте. Сейчас просто перемешиваем яичную массу и масло. Вот так буквально перемешали и сразу же начинаем туда просеивать муку. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. 370 грамм муки я просеиваю туда. И также я туда добавляю 15 грамм разрыхлителя для теста. Все это просеиваю и просто перемешиваю до однородности. Ничего взбивать здесь не нужно больше. Почему мы делаем именно такое тесто на масле, достаточно плотное, чтобы потом вишня не оседала вниз? Многие спросят в комментариях, почему нельзя было делать тесто как на шифоновый бисквит. Для классического рецепта дунайских волн именно для этого десерта делается всегда такое тесто. Здесь у меня не вошло в кадр. Я добавила туда еще пару капель ромового ароматизатора. Также можно добавить 1 столовую ложку коньяка в тесто. 3/4 теста я отложила в кондитерские мешки. И в 1/4 теста я добавляю 20 грамм какао-порошка и 20 миллилитров молока комнатной температуры. Сейчас я все это перемешиваю. Желательно это смешать миксером, чтобы какао полностью распределилось по тесту. И отставляем пока в сторону. 20 сантиметров в диаметре у меня здесь 2 формы. На это количество теста можно брать формы от 20 до 24 сантиметров в диаметре. Просто коржи будут более низенькими на 24 сантиметра. Тесто я отсаживаю из кондитерских мешков. Шоколадное тесто я отсаживаю также из мешка, но у мешка я отрезала кончик буквально в 5 миллиметров. Частью кондитерской лопатки я разровняла тесто. Здесь 350 грамм готовой консервированной вишни без косточек. Покупная вишня у меня обычная. Здесь компот у меня от этой вишни, который стек у меня через сито. Всю вишню я распределяю вот так вот по коржам. Слегка прижимаю рукой и ставлю сейчас эти формы выпекаться на 35 минут в духовку. Режим вверх-вниз без конвекции. Выпекались они у меня 35 минут. Как только коржи у меня остыли полностью до комнатной температуры, я удаляю всю фольгу, убираю форму с них и сразу же я беру эти коржи в работу. То есть, чем дольше они у вас будут стоять, тем менее ароматные и вкусные они будут становиться. То есть эти коржи нужно использовать сразу. Пекутся они очень быстро, тесто замешивается очень быстро. Это очень простой рецепт.
Вот такие вот мягкие, воздушные они получаются. Но чем дольше они у вас будут стоять, завернутые там сутки в холодильнике, тем хуже они будут у вас, эти коржи. Знаю уже из многолетнего опыта. Готовим сразу же крем. 250 мл очень хорошо охлажденных сливок, 16 грамм ванильного сахара, 60 грамм сахарной пудры, 250 грамм сыра маскарпоне. Все очень хорошо охлаждено, все молочные продукты. «300 грамм творожно-сливочного сыра, тоже очень холодного». Все это сейчас взбиваю просто до устойчивых пиков. Вообще классический крем для пирожных «Дунайские волны» идет другой, заварной крем без яиц, немецкий пудинговый крем. Есть подробнейший рецепт у меня на канале, я его называю также крем-пломбир без яиц, вкуснейший крем. Ссылку я вам оставлю на этот крем в описании к данному видео. Проходите и готовьте. Тот крем делается без сливок, без сыра, без маскарпоне. Можете его именно использовать. Я сегодня показываю очень быстрый, очень простой вариант на сливках и сыре. Пожалуйста, обязательно пройдите по той ссылке и посмотрите, у кого нет возможности купить сливки. В классический рецепт дунайских волн идет именно тот пудинговый крем. Итак, крем готов. Сейчас начинаю сборку торта. Сразу хочу здесь сделать пояснение. Кто любит очень пропитанные коржи, вот тем компотом, который у нас остался от вишни, обязательно обильно пропитывайте этот корж. Вообще классический рецепт этого пирожного, здесь у меня торта, он идет без особой пропитки. И я его поэтому не пропитываю, потому что коржи у меня свежайшие, и они очень нежные и вкусные. Вы же, если любите пропитанные, обязательно их пропитайте. Наношу второй слой крема, также разравниваю лопаткой. Все здесь очень делается элементарно просто. И торт вот этот Donauwelle, то есть Дунайские волны, у нас получится очень нежным и очень вкусным. Убираю сейчас буквально на час в холодильник. Здесь я нагрела практически до кипения 100 мл сливок 30% жирности, 100 грамм темного шоколада туда отправляю, не менее 50% какао у меня в шоколаде, здесь у меня 56% какао в шоколаде, и выливаю все это на очень хорошо охлажденный крем. Здесь еще раз я повторяю, я делаю быстрый вариант этого тортика. Классический вариант есть на моем канале. Пройдите и посмотрите по ссылке. Там немножко другая глазурь, другой крем, но коржи те же самые. Делаем вот такую имитацию волн таким шпателем. И убираем сейчас обязательно в холодильник где-то хотя бы на полчаса, чтобы глазурь у нас схватилась. И в принципе торт получается очень быстрым. Быстрее уже некуда. Очень хорошо он сразу нарезается. Достала из холодильника, убираю цитатную пленку. Он очень красивый в разрезе, очень эффектный и порадует всех любителей вот таких вот шоколадно-вишневых десертов. Обратите внимание, что в тесто добавляем либо ромовый ароматизатор, либо коньяк. Благородный вкус будет очень у десерта. Здесь делаем имитацию волн таких и разрезаем. Красивый очень разрез получается у этого торта. Я думаю, что он порадует всех любителей шоколадно-вишневых десертов. Он отличается совершенно по вкусу от торта, допустим, «Черный лес». Это совсем другое ощущение, когда его пробуешь. Здесь бисквит плотный, он такой должен быть, чтобы вишни все не осели в дно, и чтобы был вот именно вот этот красивый узор волн, то есть имитация волн Дуная здесь. Поэтому так и называется Donauwelle. По-немецки Donau – это Дунай. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.